Раннее утро в Америке. Доброе утро всем или добрый вечер, кто когда смотрит. Мы вот идем смотреть, как будут залетать в небо шары воздушные. Не ожидали мы, что столько народу будет. Народ тоже, наверное, не ожидал, что мы подъедем вдвоем. Вот, Аня закуталась и идет в моей теплой куртке. Вроде лето. 1 сентября, правда. Ну вот через весь парк мы уже идем где-то, наверное, километр. Потому что стоянок вообще нет рядом. И все идем к месту, где будут надуваться шары и улетать в небо. Мы на днях смотрели их шоу вечером. Светящиеся. Зрелищное такое. А сейчас идем смотреть, как они будут взлетать. Вот там уже много палаток понаставил. Надеюсь, что там будут продавать горячий кофе. И никого не будет в очереди. Да? Вот. Так что присоединяйтесь, кому не спится. Или кто уже проснулся. Скоро будет, наверное, музыка, шумно. Ноги поднимай, мокрая трава. Вообще босиком. Да, кто-то идет босиком. Что самое интересное, американцы не спят. Мы-то ладно, мы здесь пару месяцев всего. Оно поразительно, что все заполнено. Вот привезли машину, эти шары сейчас называются. Ага, шары привезли в машинах. Мы подойдем ближе. Мы будем оттуда транслировать, ну, не совсем в прямом эфире. Будете смотреть все в записи. Вот тут даже собаки пришли смотреть на шоу. Люди, полно народу. Вот кому интересно, может пойти посмотреть шары. Вот так они разложены, лежат. Много, их очень много. Штук 14, наверное. Пока нет забора, покажу вам. Аня что-то отстала от меня. Как баран. Так, все, я начал снимать дальше. Забрал Аню. Мы хотим посмотреть вблизи, как это все происходит. Корзины, люди. Вот так выглядит площадка людей. Даже аж редкость не настраивается сразу. Вот чтобы понимали, вокруг всего этого поля, ну, шары вы знаете, какие большие, стоят люди. Вот так на таких машинах привозят шары. Да, вот на каждой машине написано лого, которое будет потом на шарике. Да. Вот, да.
Там тоже. Вот, идем посмотрим на наш шар, самый важный, наверное, один из важнейших, американский флаг. А его привезли на вот такой машине, на которой написано Кока-кола или что это, какой-то напиток. А нет, это не Кока-кола, это что-то другое. А шар выглядит вот так. Вот так вообще выглядит все. Вот он лежит, готовый к запуску. Такое огромное полотно застелили. Играют дети. Здесь уж высохла трава, наверное, что-то стояло. Пройдем дальше. К другим шарам немножко посмотрим, что там лежит. Некоторые еще не приготовили, только готовят. Странно, обещали, что в 7:15 вроде запускать будут. Что-то пока незаметно запусков. Пока только приезжают и раскладываются. Раскладывают шары. Вот, привезли корзину, которые будут цеплять к шару. Ребята там ее тащат сюда из машины. Они все такие большие, за них, наверное, нет места на стоянке. С прицепами позаезжали. В общем, каждый свой шар очень любит, лелеет. Вот они его аккуратно так раскрывают. Мы подойдем ближе к другой корзине. Кому интересно, может увидеть все это очень близко. Это будет, наверное, хороший репортаж. Не всегда можно увидеть такое вблизи. Ох, какой. Такая корзина. Вот она как выглядит внутри. Лежат 2 баллона газовых. Место для 2 человек примерно. На эти горелки газовые будут подавать горячий воздух. Потрогай корзинку. Потрогай. Она, наверное, твердая. Все приходят посмотреть, а он лежит, такой шар на земле. И этот шар Кока-кола. Это Кока-кола? Да. Есть другой шар. Мы не знаем точно, какой он. Но мы все это увидим в течение, я думаю, минут 15. Я не буду подряд записывать все. Звучит музыка, которая обычно в ожидании какого-то происшествия включается, я так понял. Люди все ждут, хотят увидеть небо, пока ничего нет. А так будут на небе наши шары. Ну вот такая вот интересная американская часть жизни. Это шоу продолжается уже несколько дней. Вечером световое, а утром
начинают взлетать. Но мы вот сегодня последний день, 1 сентября. Я не знаю, когда я выставлю этот ролик. Постараюсь как можно быстрее. Вот ребята настраивают уже его. Ставят горелки. Видимо, они позже приехали. И настраивают. Вот такое, наверное, это у них хобби. Даже Air Max будет взлетать. Вот оно. Так выглядит их шар. Вот он лежит у них пока. В общем, будет много шаров. Я думаю, где-то 14, наверное. Если все успеют приехать. В общем, ждем запуска. Будем считать, что это первая часть видео. Основное вы увидели. Увидели американских людей. И теперь тоже часть их. Это в штате Айдахо. Недалеко от города Бойсе. В парке запускается вот это все дело. Вон еще привезли. В общем, здесь нескончаемое количество этих шаров. Главное, чтобы их не было больше. Сидят под елочкой. Люди занимают места в разных местах. Мы зашли вообще в самый эпицентр запуска. Постараемся изнутри его смотреть. Все, Аня пришла. Шоу заканчивается. Первая часть. Будем ждать взлета наших шаров. Если кому-то интересно, можете нажимать лайки и все, что там нужно, подписаться, чтобы узнать, когда выйдет вторая часть о взлете этих шаров. Всем привет. Вот и началось. Вот и идет съемка. Вот так все это выглядит. Вот так выглядит вблизи. Вот он, тот самый момент, которого все ждали. Все это за считанные секунды. Не удалось мне раньше начать снимать. Засмотрелся, но все равно вот он самый момент, когда все меняется вокруг нас. Везде эти шары. Огромный просто шар. Собрался весь город. Чтобы заглянуть. Да, пока накачивают холодным воздухом, скоро начнут нагревать теплым. Вот уже некоторые нагревают. Red Max приподнимает свою голову. Вот он. Вот. Завораживающее зрелище. Вот он первый приподнялся.
Какой он огромный. А вот он около меня. Еще надувает его. Много шаров, очень много. Даже не 16, как я думал. А их будет очень много. Вот он уже поддувает горячего воздуха. Сейчас и наш шар, где мы находились все это время, с пальмой, с изображением пальмы, подымет свою голову. Это вся семья его надувает, я так понимаю. Вот оно. Вот теперь вы можете видеть, наблюдать, как же поднимаются эти шары, как они надуваются, как все это происходит. Вот он, какой огромный. Я практически стою под ним. Они постепенно все встают, поднимают свои огромные головы. Никого не выгоняет, потому что это невозможно пропустить. Все хотят это видеть. Всех пустили. Всех пустили на это поле, чтобы вблизи увидеть всю эту красоту. Что же будет, когда они все полетят? Lori Spencer in the Dawn Treadmill just gave her crew the okay to light it up. So watch closely and how fast these balloons go up. Once they stand up, they continue to add heat, and you'll see their crew standing and holding on to the edge of the basket. We call that a wait on. Ну все, сзади меня взлетел уже один. Red Max поднимается. Pay attention to Tim over here. Поднимается Red Max. You watch what happens as he goes up into the sky ever so slowly. And watch what his direction does. Такая as he красота is сейчас. up off the ground away. Все поменяется. Theoretically, it should do exactly what our Американский флаг but тоже as the sun взлетел. warms up the ground, the air current slowly changes. Да, я даже не знаю, что вам начинать показывать. В какую сторону смотреть. Они взлетают просто как сумасшедшие. С разных сторон. Посмотрите. Посмотрите, какой шар надувается сейчас. Приподнял голову. Черепаха. Это земной шар, I наверное. don't know how much steerage the pilots might have, but be aware some of their Вот он chase какой vehicles will огромный. be leaving the field. And we want to make sure they have access to do that. High overhead, for the last time. I Я wanna практически say перевожу thank you ведущего, to наверное. the Он тоже Remax balloon. озвучивает все эти Goes полеты. off to the north. Вот она какая красота. Darren Quinn, your pilot in command, Darren. We've had a good run, Remax. А до этого запускали черные шары, чтобы проверить, наверное, куда дует воздух. Несколько раз. С опозданием где-то в час решили поднимать их. He's going to come right over the top of it. Ну что, подойдем к нашему шару, Baggies for a judge. который declared сейчас gold. тоже начнет подниматься. Kinda scares. Там люди в нем There he goes. фотографируются все. Probably have it
most of the pilots this morning. Все счастливые. Все, я не успеваю поворачиваться, снимать. Я просто уже сбился со счету, сколько их. Какие они все красивые. Я не знал, что американцы так рано могут встать, чтобы увидеть эту красоту. У меня каждый день меняется мнение об этих людях. Я все лучше и лучше отношусь к ним. Смотрите, смотрите, как тащат эту. И сейчас он будет залетать, чтобы никому не помешал, его запустят чуть-чуть в стороне. Вот он какой огромный. Он прямо надо мной. Мы не будем изменять и снимать всех остальных так близко. Только наш. Только с разным видом на другие шары. Но наш, он уже стал нашим. Мы за этот час привыкли к нему. Тут вся семья присутствует, похоже. Да, это невозможно объяснить. Эти чувства просто непередаваемые. Какая красота. Они все взлетают и взлетают. Все. Я буду делать круг больше, потому что его невозможно снять вблизи. Я буду вокруг него ходить, все больше и больше делая круг. И вы сможете видеть остальные шары, как они взлетают. Good to see you again. Look at him just hanging there. You're good above you, buddy. Как они улетают в небо. Какая-то красота. Но мы все равно, я буду продолжать снимать вам этот наш шар как основной. Ну, иногда можно снимать и, конечно, другие. Но наш, он уже стал родным. Вот оно, какое зрелище. Я думаю, на этот раз хоть кто-нибудь поставит мне какой-нибудь лайк. Хоть один человек. Кто же он будет, этот человек? Хотя я обычно снимал для себя. Но раз у меня уже есть много друзей, приходится снимать и для них. Вот вам Кока-Кола, взлетающая в небо. Первый раз вижу другой формы шары. Как много людей. Ну вот и наш шар отрывается. Вот он.
Yeah, we know you have Вот bills он to уже pay, you наконец-то. have expectations and appointments. Нагрели его изнутри Here in и Airport, запускает. let that stuff wash away, because we're watching hot air balloons. Reagan. Баллон. Flying Oasis. Leading about. And Don Treader with Даже не вижу, сколько в нем человек. 5 или 6 человек в корзине взлетают. Какая красота. Ну все. Мы были с ним до самого взлета. Можно поснимать и других. balloon. Сейчас они подымутся все в небо. Станет тише и красивее. Какая-то красота. Понесло всех в другую сторону. Now go ahead and trim that tree up for us, would you? Thank you, Jim. Ох, они могут столкнуться даже. Вот что происходит вокруг меня. Это невозможно, наверное, передать в телефоне, в этой камере. Но это все, что я могу для вас сделать. Это все, что я могу вам показать сегодня, то, что я вижу сам, то, что видят все эти люди, находящиеся здесь. Вот они надо мной. Их просто... Я даже не знаю, сколько их здесь находится. Может быть, кто-то передал, но я еще не знаю английский. И поэтому я просто смотрю и просто радуюсь. И пытаюсь передать вам это все. Это, наверное, будет самое длинное видео, которое я записал, потому что его не хочется останавливать, хочется смотреть. Я даже просто постою, чтобы вы увидели, как они двигаются, как они замерли в воздухе. Вот они, красавцы какие. Ветра нет, и они практически парят над нами, зависли в воздухе. Остальные еще не взлетели, видимо, во избежание столкновений не запускают сразу все шары. Мне хочется посмотреть, как же взлетит. Вон та интересная фигура. Я даже затрудняюсь сказать, что это такое. Какой-то персонаж, пока мне не знакомый. Больше похож на клоуна. Да, Америка меня не перестает удивлять. Мы постоянно что-то видим новое и новое. Очень дружелюбные люди, приятные. Вон ракету даже надули. В виде ракеты шар. Мы его тоже скоро, наверное, увидим, если у меня хватит заряда батарейки.
Я не ожидал такой красоты, конечно. Хоть мы и замерзли немного, и промокли у нас ноги утром, пока мы шли по этой траве. Но все равно What a beautiful sight this morning. If you look over to the west side of the field, the CBH balloon is just kind of working his way south while everybody else is stationary. How's that work? The Express Plumbing balloon is quite famous. I saw a TV commercial with a good-looking shot of that balloon. This is something, you know, you could... я думаю, что не надоело, наверное, вам смотреть. Постараемся увидеть, как взлетят все шары. Вот еще два оторвалось от земли. Вот они какие. Кажется, что такие легкие, но они тяжелые. Мешок, где они находились, тащило человек 10. Не саму корзину, а сам шар в сложенном виде. Его тащило человек 10. Наверное, он весит килограмм 200-300. Но с воздухом, с теплым, тем более он встает легкий. И посмотрите, что происходит. Ракета. Мы дождались ракеты. Вот она, ракета. Я приближу ее немножко. Смотрите, как меняется все надо мной. Incredible sight, the colors, the sound, and everybody here, these are just your friends and neighbors and visitors. Я даже не могу найти слова, чтобы это все передать. Они летят то вправо, то влево. Одни летят влево, другие вправо. Видимо, воздух на разных уровнях разный. А ракета летит вверх. Ракета-то летит вверх. Но чтобы она не пробила там остальные, чтобы не было столкновений, это, наверное, опасно. Как это, наверное, опасно находиться еще в корзине. Для этого и проверяется направление ветра, влажность воздуха, давление. Наверное, все эти вещи важны. Смотрите, они опускаются вниз. Немножко пытаются избежать столкновения, наверное, разлететься в разные стороны. Поэтому не выпускают всех сразу. Я так понимаю, что они же еще должны вернуться сюда, а не куда-то. Этот момент мы пока не можем сказать. This is one of the most spectacular events you will probably witness. Вот и еще один начали нагревать усиленно. Ох ты! За этим шаром мы не увидели еще несколько шаров. Красавцы! Какие они красивые! Mix 106, Kiss 103.5, Light 107.9, and Power 105.5. Thank you all for your help in promoting this event. Да, не каждый шар по-своему красивый. Ой, динозавр. Я только сейчас разглядел его. Видимо, его подняли в последнюю очередь. Его не было видно.
Dane Peterson has been here many years. Dane, thanks for coming back to Boise. We love to see the Sundog balloon. Да, нельзя сказать теперь, что мы проспали это шоу. Грандиозное шоу. Последний день, вернее первый день осени, но последний день шоу. Оно проходило несколько дней подряд, и мы ни разу не были, но я думаю, сегодня большое количество этих шаров. Take a look in the distance there to the south of the field. All those balloons are headed east. It's changing as the sun Да, warms. и людей большое количество собралось в этом парке нашего города Бойсе. Да, здесь совершенно другие люди говорят, не как в других штатах. Более добрее, что ли. Здесь часто видно детей, не как в некоторых других городах больших. А, вот они взлетают, и некоторые садятся в другом месте. А, понятно, они далеко не улетают. Это просто показать нам, насколько они грандиозны, их подняли в воздух. Некоторых унесло далеко. The mass involved in a hot air balloon is about like trying А to некоторые остались стоять здесь. or a very, very large boat. There's so much momentum that if you see one coming at you on the ground, don't even try to stop. Но мы увидим, как поднимается дракон One of our favorites, с этой Cobra has the Ferenzi заманчивой balloon. фигурой It's the космической. balloon with the chevrons around the equator in yellow, turquoise, dark blue. Да, coat. всё Thanks небо for в coming to шарах. Boise. Rex Jennings is here, and he came with Ну, the baby. два уже приземлились. He'll give it a big wave. Rex, thank you. Вот, еще один приземляется. В общем, показали они нам свою красоту и начинают приземляться. Но не все. Некоторые и не взлетели. Просто стоят надутые. This is our happy place. There's millions and Видимо, millions of поменялся ветер, get to experience an early morning launch as the sun и сразу нельзя взлетать. setting Всем the mood for fall coming ahead. вот еще один отрывается Wow. от земли. Roy Foot from Boise. Смотрите, как это все быстро происходит. Вроде он очень медленно, но на самом деле уже он находится на метрах 8, 9. 10 от земли. И быстро уходит. Я уже даже не буду считать. Это тяжело определить. 20-30 метров и пошел вверх. Roy and his crew almost made me pay for dinner for 9, but I didn't have to. Thanks for that, Roy. Of course, you didn't get dessert. Ну что, показать вам еще небо. I said, hey, I've heard good Шарах. things about Wake and Ned Devine and said if we don't like Такая it, you're paying экскурсия for dinner. сегодня у But нас. they liked it, so I Такое зрелище. Не каждый день увидишь его. И, наверное, всего лишь раз в год он здесь проходит. Oh, it's a great spot. I like doing this. It's a lot of fun. One of our favorites is Scott Shields. Ох ты, вон полетел наш дракон. Well, you're not my Ну favorite. что, я его сниму немножечко с другой стороны. I think they just go like up and down, up and down. Кое-какие шары уже садятся. Наш дракон улетает.
Вот он. Вот он какой. You know when that alarm goes off at about 4 a.m. Вот он. Какой красивый. But boy, once you get out here in this excitement, you feel like you've been awake for days. Вот что здесь происходит. Yeah, that's one of the joyful things about this event. A big field where you can actually maneuver. Они его пытаются посадить Might even drop somebody off and then pick up another ride. на другое место. Dock several in advance. Видимо, не все так просто. I took off and headed right to the stage. I waited till the very last second and Doc waved. Не все так просто. Вот он какой огромный. Obviously trying to buy a house up on the bench. Вот как это все происходит. Сидят люди в корзинке, Funny thing about this, взлетают, чтобы посмотреть на нас высока. it's a soft, early Люди зевают, некоторые рано встали, но смотрят. 20,000 of our Но смотрят. I'm so glad Это you took the initiative невозможно все пропустить. to come out to the park. Ну вот и вторая часть видео подходит к концу. Я бы хотел заснять еще третью часть, как их будут спускать. Но я не уверен, что их будут спускать здесь. Поэтому пока снимает телефон, будем просто наслаждаться этим зрелищем и снимать. Я уже потерял Аню, уже не знаю, где она. Ну, наверное, найду среди этих всех людей. Here and heartfelt thanks to all those companies that have spent money to support this year's Balloon Classic. Вид постоянно меняется. Каждые полминуты, каждую секунду, в принципе, меняется все. Sponsor's money was well spent. Do you agree? That's what I was hoping for. Они задевают друг друга, смотрите, они сюда приближаются. Do their business as they should. Ой-ой-ой-ой-ой. Они трутся друг об друга. Ой-ой-ой, они летят прямо на него. Чтобы они не врезались. Да, он его задевает. Ого-го. Ох, как они разлетаются. Уф, вроде бы проскочили. Не произошло ничего страшного. Смотри, как интересно. А ведь он возвращается практически на то место, откуда и улетел. Как они этим управляют, я не знаю. А может быть, это GPS? А может быть, GPS? Ну, я думаю, достаточно я наснимал нам этого видео. Нам даже удалось увидеть столкновение воздушных шаров.
If somebody's yelling at you to move, Все они летят чуть-чуть туда. Все бегут. Видимо, это семья. Они бегают за этими шарами, чтобы помочь им приземлиться и опустить его. Это не все так просто, я так понимаю. Попробую заснять хотя бы один шар. the joyously risen balloon is inflated, but it looks like it's Вот, кто-то приземлился, машина едет к нему, к тому шару, да. Вот. Едут принимать его. spectacular. But if you have to drive it, you can take it down. Everyone is looking at just an amazing vista of colorful hot air balloons. Those poor people that are driving around Boise right now, rubbernecking, going, we should be at Ann Morrison Park. This is incredible. Да. Я думаю, не было скучно смотреть. Наверное, это впервые в моем даже ощущении видео, которое невозможно смотреть со скучающим видом. He's lifting off. Меняется все время, ежесекундно. Scott Chambers and the joyously risen balloon has risen from the confines of Ann Morrison Park. And man, with the sun, it's just throwing a Какая shadow красота. of relief across that balloon. Вон там сквозь деревья ходит баллон один, плывет просто. Как он туда попал? Не так просто посадить бывает шар. Некоторые еще ждут время приземления. Один пошел аж туда на деревья. Не удалось ему сесть. Полетели туда. Вон он. Это наш с пальмой. Что-то понесло его. Ну там за деревьями есть другая большая поляна. И, в принципе, он может приземлиться и там. Мы продолжим немножко снимать. Правда, уже не мы, а я. Я остался здесь один. Аня снимает где-то в другой стороне. Я уже ее не вижу. Я потерял ее из виду несколько минут назад. Но мы встретимся около машины, если мы здесь не встретимся. Ох, разъездились машины. Каждый едет в то место, где приземляется их шар. Вот это наш. Как раз то, что я вам говорил, он приземлился там. Вон он, в стороне, в том парке, где мы шли сюда, недалеко там от фонтана. Он сел там. Тяжело его направить, конечно, движением воздуха в ту сторону, какую ты хочешь, это невозможно. Я вот не вижу, куда улетела Кока-Кола. Похоже, она улетела далеко. Она сюда не вернулась. Не все шарам удается вернуться сюда, я смотрю. А эти даже не поднимаются. То ли мало опыта. О, я нашел Аню. Пойду я к ней. Хорошо, что она взяла куртку, ей хоть не было холодно. А то у меня плечи позамерзали. Но сейчас солнце вышло, все прогреется, будет опять тепло. И будем ждать осенних дождей, может быть. В общем, жизнь полностью меняется. Мне все нравится. Ой, вдалеке я увидел шар. Вот он, если вам удастся его разглядеть. Вот он там вдали.
Вдали, 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 вдали шар. Вот он, вот он. Not only Red Max. are we impressed with just the residents here in Boise, Boise Далековато. PD, and somebody yesterday У нас все по-прежнему. actually complimented me on my driving. Садятся, Left a note on the front но я window уже that не said, вижу, "Parking чтобы fine." взлетали шары. Только садятся. Yeah, that happened too. Did you? Oh, I just lost the garbage. You know, I want to thank the boys from the FAA that are just, oh man, Federal Aviation Administration, or as I affectionately call them, the Sky Sheriff. They're very knowledgeable, extremely helpful. Вот я ее нашел. Она стояла под елочкой. Не уходи от этой елочки. Important that we know about it. Да, не всем удается сразу посадить шары. Ну, буду заканчивать видео, а то боюсь, что прервется связь, и мы его не досмотрим. Буду снимать третью часть, если будет возможность увидеть, как сажают и опускают какой-нибудь из шаров. Вот они. Надеюсь, что было вам приятно побыть с нами. Вот. Я вижу, несут один шар легко в руках. Легко. 4 человека, они несут этот шар. Куда же они его несут? Наверное, несут его. Они несут его на место посадки. Вот он какой. Четыре человека всего. Я буду их преследовать. Я обещал вам показать посадку. Поэтому надеюсь, что мы успеем доснять до конца приземление одного из воздушных шаров. Вот они. Смотрите, как это все происходит. Расстилается такое полотно, я думаю, из парашютного шелка. Оно легкое, насколько это возможно. И на него будет ложиться шар. Но не знаю, насколько быстро он будет ложиться. Он должен остыть. Сейчас мы попробуем досмотреть это до конца. Все наседает. Как же они его будут опускать? Это интересно. Сбоку здесь висит какое-то приспособление. Я думаю, оно выпускает сверху воздух. И он начинает садиться. Да, наверное, это так и будет. Я обойду с другой стороны солнца. Будет лучше видно. Пока остальные садятся, мы на примере одного узнаем о полной посадке шара. Я надеюсь, что они уже начнут приземлять его. Хотя, наверное, я зря надеюсь.
incredible. Они просто заняли Balloons место. boxing the field. Madison Pearl. Is that right? Madison Pearl. И не собирается его опускать. Хотя вроде собирается. Вон веревка. Он отпустил какой-то канат, который наклонит его туда, в ту сторону. Кто-то будет тянуть, и он будет ложиться. Сейчас я вам покажу. Вот, вот он. Человек взял и будет наклонять сейчас этот шар. Я отойду чуть-чуть назад. Все, он будет его опускать. Он с помощью этой веревки натягивает его и будет его ложить сюда, в эту сторону. И мы увидим, по мере остывания воздуха шар будет наклоняться. Ladies and gentlemen, we still have some balloons here. Они его пытаются расположить поудобнее, чтобы он мог лечь. Люди будут выходить, наверное, из него. По мере остывания, он, чтобы не улетел, нужно, наверное, противовес. А тот интересный так и не взлетел, видимо, что-то пошло не так. Пока не опускает, я покажу, что происходит вокруг меня. Люди не расходятся, просто разбрелись. Каждый выбрал, наверное, себе свой шар. Вот он, вот он, вот он, смотрите. Все, по мере остывания, как они его кладут. Смотрите, заваливают его, спускают с него воздух. И сейчас он ляжет. Вон там натягивает его человек. Он его натягивает, этот канат, и кладет его на бок. Все. Мне удалось это снять. Это тоже красиво, не только надувание. Это просто непередаваемо. А на заднем фоне стоит наш не взлетевший. Даже не могу сказать, что он шар. Вот как это все происходит. Вы полностью, кто досмотрел видео до конца, вам удалось увидеть, как же он спускается на землю и ложится на приготовленную подложку, расстеленную из парашютного шелка. Я думаю, что он тоже из парашютного шелка. Он такой красивый, весь приятный. You know, I'm going to do something I don't think we've ever done. I'm going to tell the folks the balloonist's prayer. We have a little tradition when we fly balloons. Он его держит натянутым, чтобы он полностью остыл. Я вам покажу сейчас его изнутри, если получится. Женщины придерживают его, он запускает воздух, а человек вот натянул его и держит. You've flown so high and so well that God has joined you in your laughter.
and set you gently back Мне again нравится, into что the он loving говорит. arms of Mother Earth. Хотя я ни слова не понимаю, но из контекста уже иногда знакомые слова But it's какие-то. still a tradition that's been И going мне on for понятны. many years. This tradition of hot air ballooning started in France. Это тяжелая работа. The Montgolfier brothers Посадить built a balloon воздушный because шар. they thought smoke Это не все would так lift that просто. aircraft off the ground. Воздух So отказывается they sewed выходить из together a него. great big bag full of fabric and stuffed it full of carcasses and straw, tried to make as much snow, rotting meat, everything they could make. А в это Lots of время smoke. еще один подводит сюда And для they decided they опускания. were too scared to do it themselves, so Его they sent тоже a несет вся rooster. семья легкими движениями руки. It flew quite a ways. When it landed, they celebrated. Wow, hey, I think we'll try it ourselves. So they did. They took off. They took a bottle of champagne with them, since that's where they were from. Just in case they encountered somebody that had Все never очень seen a дружно. balloon before. When they landed, they met with an angry farmer and a pitchfork. They proceeded to tear that balloon apart. Наш отказывается спускаться. Теплый воздух, видимо, остался по мере остывания. Он сейчас выйдет и ляжет. Но все очень красиво. Многие шары он тоже возвращается сюда, которые не сразу смогли сесть. And if you've ever been to Albuquerque, New Mexico, where they have 550 balloons, they'll tell you that it's the most photographed event in the world. Kodak was real proud of that, by the way. Ух ты! Даже собаки пришли посмотреть на воздушные шары. Люди складываются, уходят. Аня сидит под елочкой. Вот она. Ну все, я думаю, что мне удалось снять исчерпывающее видео с опусканием шара на землю. С ихними взлетами. Хорошо, что не было падений. Ну вот и все. Небо изменилось. Шары садятся в разных местах парка. Парк просто огромен. Тут много мест есть, где сесть. Если что-то я увижу по дороге интересное, я еще сниму. Всем пока. Хорошего дня, вечера или утра. Мы сели отдохнуть с орешками. И нам не дают отдохнуть. Над нами шар залетел какой-то в парк. О, над деревьями. Вот, чтобы понимали, где мы находимся. Вот. А вот он шар. Он почему-то летит прямо на деревья. На деревья. Ага. Ну хорошо, хоть они не ударились. Наверное, посадят его здесь где-нибудь. Нету смысла, наверное, куда-то еще взлетать. Из-за потоков воздуха тяжело найти место приземления. И вот они садятся по всему парку. Где есть место, там и садятся. Вот он какой, балю. Все, сел. Красавец. Идем по дороге.
Вдруг видим, летает воздушный шар. Вот такое вот зрелище. А летит себе, никого не трогает. В корзине сидят люди. Все ловит потоки, чтобы вернуться туда, откуда он прилетел. А это с нашего шоу баллонов, которое мы снимали недавно и выставили в YouTube.